Глубины Мирового океана изучены меньше, чем поверхность Луны. Мировой океан покрывает 70% земной поверхности и простирается вглубь до 11 километров, в самой глубокой его точке. Понятно, что такой объем изучить невозможно. И то, что скрыто в глубине океанов, увидеть очень сложно. Лишь специальные глубоководные аппараты способны погружаться на километры вглубь. Погружаясь, попадаешь будто на другую планету, потому что здесь живут странные и загадочные существа. Например, как этот сельдяной король. Он настоящий гигант. Его длина 10 метров. Он почти всегда находится в вертикальном состоянии. Обитает на глубине 500 метров, но иногда появляется у поверхности и попадается рыбакам. Глубоководный мир многообразен. Раньше думали, что на глубине при огромном давлении и отсутствии солнечного света жизни нет. Но теперь ученые знают, что это обширный мир для исследований, и предстоит сделать еще множество открытий. Это глубоководная ракообразная цистисома. Она прозрачная, как стекло. Ее практически невозможно заметить в глубине. У нее огромные глаза, позволяющие видеть в темноте. Есть здесь и свои монстры, как этот антарктический плосконос с огромными зубастыми челюстями. Или глубоководный удильщик с отростками на плавниках. Издалека он напоминает люстру. Местные хищники очень терпеливы. Они буквально замирают, пока что-то не проплывет мимо. На глубине около 7 километров дрейфуют коронамедузы. Здесь мало еды, и местные существа питаются тем, что падает с поверхности, так называемым морским снегом. Коронамедуза расправляет щупальца и ловит мелкие частички. На глубоководном морском дне, примерно на километровой глубине, обитают химеры, родственники акулы. Они движутся медленно, впрочем, как и все на глубине, так они экономят энергию. На глубине тоже есть свои коралловые рифы, их формирует лофелия. Местные рифы лишены цвета, как и многие другие организмы, обитающие в полной темноте. Если рассмотреть эти кораллы поближе, то можно увидеть, что они живые. Стрекательные щупальца хватают все, что им попадается. Кадры будто из фантастического фильма про другую планету. Но это реальность. Здесь же живет многощетинковый червь. Он крадет то, что поймают полипы. Это существо могло бы послужить прототипом для какого-нибудь монстра в фильме ужасов. Как видите, глубоководный мир полон занимательных существ. И сколько человечеству предстоит сделать открытий, изучая его. Вот бы все ресурсы, которые человек тратит на войны, направить на изучение океана, космоса и других планет. Чего бы мы могли тогда достичь?